Hello, beautiful, с вами на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить игру Urban Meme Disillusion Center. Я так поняла, что она будет в общей сумме длиться около 6-8 часов. Я не знаю, сколько мы уже прошли, но должно быть еще не очень-то и много, но я хз. Так, слухи, это мы читали. Да, это мы читали. И спасибо, конечно, что вы напоминаете. Место, дом, супер. Да, все окей. Кровавая Мэри у нас тут, я напоминаю, если вы забыли. Я хочу кровавую Мэри. Я хочу. Я люблю. Этот призрачный стрим просто пушка. Ракета. Призрак и правда попал на видео? Мерзкая картинка. А мне нравится, прикольно. Так, это как ни посмотри, женщина с длинными волосами, жуть какая. Сейчас мне тоже скажут, что призрак похож на женщину. Я запустила запись. А призрак женщина? Ну, или мужчина с длинными волосами. Тут же не видно буквально. Как мы можем знать? Он реально призрака вызывал. Вызывать призрака — это в смысле с доставкой на дом? Чё? Что? А, ну ведь призраки постоянно находятся где-то рядом. И зачем их специально звать, непонятно. А, ты про свое это как-то там видение. Ну, вообще даже вроде как раз не призрака видишь. Ну, вообще да. Я сперва подумал, что это обычная девушка, но теперь мне кажется, что она не из этого мира. Это стекло в квартире стримера какое-то матовое. В нем все выглядит еще страшнее. Да, такое размытое лицо нагоняет жути. Ну смотри, мои предположения изначально еще не знают практически ничего, кроме самой ситуации. Либо он это сделал намеренно, это подставное лицо, чтобы набрать просмотриков и распиариться так. Либо у него не зеркало, а двухстороннее вот это вот... ну, короче, типа зеркало, ну, знаешь, которое на самом деле сзади не зеркало, это такая штука, я не знаю, как это называется точно, но и типа кто-то за ним просто наблюдал, почему в таком образе, ну, просто, я не знаю, чтобы его напугать. Это мои изначальные два варианта, но, типа, само собой, дальше они будут меняться. Конечно, отличный фейк. Пока что держусь того, что это фейк, возможно, он сам подстроил. Кто-то думает, что это фейк. Логично. В этот раз призрачный стрим просто божественно крут. В смысле в этот раз? Походу, постоянно смотрят такие видосы. Да, Кинока Танихара сейчас номер 1 среди стримеров-паранормальщиков. С трудом верится, что всего пару лет назад он на стримах просто докучал окружающим. Кинока Таникахара. Танихара, извиняюсь. Это клиенты так зовут? Угу, его как-то так и зовут. Он не то, что прям знаменитость, но все фаны всякой культной фигни и паранормальщины его знают. Что-то типа того, но подписчиков у него дофига. Надо поискать это имя, вдруг получится больше о нем узнать. Надо бы посмотреть что-то про этого Кинока. Да, поищи. Правда, этот Кинока довольно известный тип. Так что надо еще что-то для поиска найти, а то утонешь в информации. Ты как раз говорила, что надо найти слухи про это место и дом. Так что поищи подходящие ключевые слова. Окей. В этот раз призрак хоть появлялся. А с самим стримером все нормально? Да, он вроде даже говорил, что типа хочу стать одержимым, хочу стать проклятым. Он призывает призрака в квартире, где он уже есть, совсем сбрендил. Как только у него хватает духа такое делать. Да этот тип только такой фигней занимается. С квартирой что-то не то, почему? Да, именно, может этот дом странный. Совсем не из-за призрака. Угу, некоторые люди страшнее призраков. Эта квартира отмечена на карте духов, так что похоже на правду. Правда? Хорош трястись. Что за карта духов? Страшно. Поищи-ка, что это такое. Окей, карта духов. Карта духов. Не подходит. Я знаю, что нужно вместе вводить, мне просто интересно, вдруг что-нибудь найдется. Мало ли. Так, я решила поискать квартиру, откуда Кинока вел стрим на карте духов, и я там не нашла. Ничего себе, есть даже сайт по поиску мест с духами. А то. Свой дом не хочешь поискать? Вдруг там тоже есть такое местечко. Видео снималось вместе духов. Вопрос. Пара ребят ходили туда на разведку, говорят, что в том доме обитает дух очень болтливой старухи. Что, бывают такие ужасные привидения?
Есть известная городская легенда про старуху, которая быстро бегает, но старуха, которая быстро болтает. Хотя болтунье это уже не так страшно. Старуха? Я слышал про молодую девушку. Ходил слух про этот дом, что призрак девушки появляется у входа в квартиру. Что-то теперь ничего не понимаю. Ну, слухи дело такое. Если бы у меня кто-то появился и встал у входа в квартиру, я бы так дома и осталась навечно. Окно, вот что надо беречь и охранять. Может, этот слух... ты глазастая. Директору как раз такие штуки интересны, так что поищи еще. Это ведь ЖК у Мэки Тё, да? Известный дом, в нем обитает призрак девушки. Опять про призрак девушки. ЖК у Мэки, надо записать. Походу, местные про него давно знают. Много совпадений с предыдущим комментом. Так что, может, оно и правда. Гайс. Подожди, я не завершаю. Я хочу найти слухи о доме. Найдено. О, прикольно, прикольно, прикольно. Все слухи о домах перерастают в страшилки. Например, о неподвижной старушке или о посетителях, приходящих в определенное время. Приехал в квартиру, а там какая-то старушка. Ну, пожилые люди же часто путают адреса, правда? Ага, только никто, кроме тебя, эту старушку не видит. Что делать, если у лестницы в своем подъезде 13 ступеней? В смысле, 13 ступенек это что-то плохое? Типа, надо прыгать через ступеньку, так и грохнуться недолго. Дедок на первом этаже так громко стучит своей палкой, что я никогда не могу нормально посидеть на толчке. Помогите! Почему так бывает? Видимо, его даже звук шагов выводит из себя. Хотела бы я, чтобы это было просто пайка, но я живу в доме с жуткой историей. Сюда постоянно приходят малолетки, чтобы проверить себя на смелость. Достали. Для них это прям какое-то паломничество получается. Бывают такие грубые паломники. Испытай себя на прочность. Вот это дело. Если бы хоть в одной комнате моей квартиры произошло что-то ужасное, я бы таких кирпичей наложил. Теперь я все думаю про свою квартиру. Вдруг у нее тоже есть какая-то такая история. Чем больше думаешь, тем больше нервов тратишь. Так что просто выбрось из головы. Факт. И я готов жить где угодно, главное, чтобы подешевле было, даже в квартире, где произошло какое-то преступление. На самом деле, я сама бы жила в квартире, в которой когда-то давно произошло преступление, типа без проблем. Не то чтобы я какая-то боязливая в этом плане. То, что там какой-то призрак будет, я в этом... Не то чтобы я не верю в такое, наверное, но я очень сильно сомневаюсь. Так что, да, я бы смогла жить в такой квартире. Неужели ему все равно? Не забивай себе голову, но удивление важное умение. Сочетание нехорошей квартиры часто используют в жизни. Больше похоже на название городской легенды. Что, есть городская легенда про нехорошую квартиру? Угу, даже фильм есть. Нифига себе. Это довольно распространенное название, городская легенда просто его переняла. Вот-вот. В квартире же все равно делали клининг, я бы там пожил. Как-то это... Чистота квартиры это одно, но если в ней произошли какие-то жуткие вещи, это же совсем другое. Квартира-то по-любому должна быть чистой, как только приезжаешь. Я часто слышала о квартирах, где на обратную сторону татами клеили обереги. Татами? Татами, я не знаю, что это. Что за жуть? Да татами просто промокли. Я не знаю, что такое татами. Покажите мне базу данных. Нет, городские легенды. Вот нехорошая квартира, дочь. Тут у нас как... А что, я не могу открыть? Спасибо, открыл. Окей. Один из моих оленьих друзей поведал мне кое-что любопытное. Его приятель приехал в новую квартиру, но, как выяснилось, то была квартира с историей. Якобы в одной из ее комнат произошло что-то нехорошее. Это одна из тех самых нехороших квартир. Существует закон, согласно которому риэлтор должен сообщать потенциальному покупателю или арендодатору жилья, что в квартире умер, при этом не от болезни, предыдущий владелец, или же он покончил с собой. Но тут вот какое дело. Если квартиру хоть раз после этого покупали или снимали, то дальше об этом сообщать не нужно. Я спросил своего друга, что в итоге была за квартира. Оказалось, что в ней раньше жила семья. Родители постоянно кричали на своих детей и даже скандалили с соседями. Со временем все стихло. То ли дети выросли, то ли все семейство переехало в другое место, непонятно. Аренда квартиры была низкой, поэтому новые жильцы нашлись почти сразу. Но и 3 месяцев не прошло, как они съехали. Тут в квартиру въехал приятель моего друга, чуть ли не в первый же день на новом месте попросил того созвониться по видео.
С первых секунд разговора начались сильные помехи, приходилось по нескольку раз все настраивать. Голос приятеля звучал механически, движения губ не совпадали со звуком, все становилось только хуже. Мой друг предложил созвониться в другой раз, и его приятель начал извиняться. «Не надо извиняться, я ведь не твой батя», – пошутил мой друг. И в ответ он услышал жуткие крики. «Прости, я так больше не буду, не надо». Надо ли говорить, что теперь приятель ищет новую квартиру? Ладно. Получается, его ритуал сработал, и он вызвал призрака? Угу. Что еще хуже, вызвал его в каком-то непростом доме. Адрес на этой карте духов тоже был. У Мэки Тё 1, 2, 3 ЖК у Мэки, квартира 104. Там ведь обязательно что-то появится. О, погнали. Я хочу. Пошли смотреть на Кровавую Мэри. Так значит, теперь мы ищем призрака в квартире, известной как Место Духов. Жасмин, я не вынесу никаких призраков. Я ведь их увижу обязательно. Ну, увидишь, и ничего страшного, главное, чтобы они никуда не двигались. Да вообще, это ж нифига не призраки. Даже так это очень страшно. Но работа есть работа. Это капец муторно, но сначала надо идентифицировать, о какой городской легенде может идти речь. Сорян, но расследование твоя работа. Вот так вот. Так, мы в этой квартирке. Это тот чел-стример, да? Здрасте, я из Центра развлечения городских легенд. Меня зовут Адзами Фукура и... девушка? Нет, блин. Кошка. Неужели это та самая женщина из пророчества? А? Что такое? Лишится жизни всякий, кто встанет перед зеркалом, позовет ее по имени. Это карта... Карта иллюминатов? Следующее видео будет как раз по этой теме. Судьба Кинока было предсказано. Не вполне понимаю, о чем вы. В общем, это карта. Да нет, я сам с собой, не обращай внимания. Итак, я Кинока Танихара. Вы же видели призрачный стрим с Кинока? Женщина. Там была женщина. А, да. Я столько комментариев после этого стрима получил. Все хотят устроить коллаб, столько дел, столько дел. Канал вашего Центра развлечений городских легенд тоже довольно популярный, я вас частенько смотрю. А, ну да. Сколько там у вас подписчиков? Пара десятков тысяч? Так вот, я думаю, что мы сейчас снимем классный материал и немного поделимся подписчиками друг с другом, а? Поделимся подписчиками, но вы же просили. Ну да, все как я просила, я хочу своими глазами убедиться. Существует ли этот призрак? Чтобы было доказательство, что это никакая не постанова. Я днем никогда не стримлю, так что осматривайте квартиру, сколько влезет. Хорошо, спасибо. Сначала надо выяснить, почему появился призрак и что произошло во время стрима. И когда он немного успокоится, надо будет еще раз спросить про карту иллюминатов. О, да, я, кажется, уже совсем как настоящая инспекторка. Начинаем расследование. Так, давай. Мне тоже интересно, на самом деле, там в комментах писали где-то, что игра нас будет коридорно вести, или у меня будут какие-то возможности. Какие-то возможности самой что-то провалить или не провалить. Так, соберите, выясните, ну давай, понемножку, по чуть-чуть взглянуть в зеркало. Это же то самое зеркало, в котором появился призрак на видео. Лучше в него не смотреть. Точно, надо спросить про призрака, который появился в зеркале. Да ладно, ты такая умная. О, вот бы мне такого маскота домового, как ты. Ну, бы точно подняла просмотры. Что? Чё? Что это было? Чё это было? Какого домового? Куда? Чё? О! Кинока-сан, можно я задам несколько вопросов про вашу работу? Кинока ведет стримы. Стримером я стал уже давно, а на паранормальные темы переключился лет 5 назад. Вы делаете стримы про призраков? Обычно я веду стрим вживую из каких-нибудь мест с карты духов. Однако мое видео, где я играл в прятки с куклой, стало мега-хитом, столько хайпа вокруг него. Мега-хит, хайп, ясно. Я обычно все делаю сам от сценария до стрима. Ну, как-то так. И это оборудование вы сами устанавливаете. Ничего себе, я пока осмотрю квартиру, если вы не против. Можно спросить по поводу стрима, где появился призрак? Да, конечно, это же самое интересное. Так как я установил камеру, встал перед зеркалом и ждал, когда появится призрак. И он появился. На предыдущих стримах призраки появлялись... это она спрашивала. Призраки появлялись? Конечно, не появлялись. Так, таких отчетливых еще никогда не было. Выходит, я не зря поставил для призрака зеркало. А вы видели самого призрака в процессе съемок? Не, самого призрака не видел. Стало приходить куча комментов вроде сзади.
Я тут же обернулся, а ничего уже нет. Вы обернулись, увидели зеркало и стену. Если бы там кто-то был, вы бы заметили. Получается, призрак был не здесь? Может, этот призрак просто направлялся куда-то в другое место, случайно отразился? Может же такое быть? Точно, если мы выясним куда-то на следующем стриме, я его точно поймаю. Надо срочно выяснить, куда двигал этот призрак. Давай же скорее. Ой, это все-таки превращается в поиски призраков. Так. Окей. Вы и дальше планируете здесь жить? Не собираетесь переезжать? Кинока здесь и не живет. Это просто студия. А, понятно. Ну, замечательно, а то я переживала. Но... А вам разве не страшно, что студия в квартире с привидениями? Так я ее поэтому и снял. И зеркало из видео непростое, оно уже было в квартире, явно пережило многое. Оно было в квартире? Я была уверена, что вы его специально для стрима взяли. Какой смысл снимать квартиру, если про нее нет слухов о призраках? Вот только у соседки от таких разговоров глаза разгораются, так что будь аккуратнее. А вы что-то знаете про карты иллюминатов? Карты с предсказаниями, да? А что, неужели ты тоже зимер? А, нет, мне просто показали этот сайт. Самая зима. Кажется, там была карта, на которой нарисована женщина и зеркало. Что, правда? Это про меня? Вот это супер инфа, я столько просмотров наберу. Вот бы меня прокляли. Чел, ты немножко не в себе. С этим предсказанием лучше быть поосторожнее. Вы можете быть в опасности, понимаете? О, как я хочу оказаться в опасности. Он очень странный. Надо записать информацию о тех, кого я встретила. Наш клиент, который попросил провести расследование, ведет паранормальные стримы на YouTube, и его зовут Танихара. Ты серьезно? Почему я должна отвечать на эти вопросы? Танихара... Это... Кинока. Кинока. Точно, Кинока. Стример-паранормальщик. Окей, ну ладно, пусть будет. Тут. Камера с лампой, оборудование для стрима. О, только бы ничего не уронить. Отсюда, кажется, она снимает вон то зеркало. О, там жасмин отражается. И дальше до самого входа. Получается, что... А, то есть это могли просто отразиться кто-то, кто был снаружи. Точно, я об этом даже не подумала сначала. Действительно, просто кто-то проходила, мимо. Отразилась в зеркале, из нее уже призрака сделали. Пахнет новыми татами, я не знаю. Заменили только один татами. Конечно, дорогие, но их разве вообще меняют по одному? No. Что это такое? Что это? Куда ты их хочешь? Тут тень, и так влажно. Думала, тут что-то есть, но кажется, ничего. Может, я найду что-нибудь в очках? Стекло в окне на кухне непрозрачное, внутри ничего не видно. Вроде ничего необычного, но находиться тут неприятно. Интересно, Кинока и дальше будет тут жить? Как далеко я могу продвинуться? Вот ты кто? Извините, пожалуйста, соседка. Ну, просто соседка. Я бы хотела задать несколько вопросов. Я бы хотела спросить у вас про соседнюю квартиру. Про квартиру 104. Ничего себе. Хочешь узнать про 104-ю квартиру, где произошло то ужасное событие? Я об этом знаю лучше всех, ведь я соседка 104-й квартиры. Рада это слышать. Знаете ли вы какие-нибудь слухи про эту квартиру? Меня зовут Ацами Фукурая. Как вас зовут? Надпись на двери госпожа Юная? Унаи. Да ты все равно забудешь, так что зови просто соседка. Соседка той самой 104-й квартиры. Я тут живу давно, еще до того, как в 104-й квартире случилось то событие. Я лучше всех знаю все про этот дом. А что вы можете рассказать про кино Касана? Что? Какое такое кино? Из 104-й квартиры. Так он же поди ничего не знал, когда сюда переехал бедолашка. Вот бы поменяться с ним квартирами, так завидую ему. Чем он там занимается? Вроде телевидением для интернета? Да-да, все так. В этом доме и люди живут какие-то странные, жуть.
Жутковатая соседка. А вы смотрели то видео, которое стримил Кинока? Что? В том видео появился призрак. Призрак появился? Ну, конечно, появился. Наш дом ведь известен в округе. Дом с призраками. Не знаю, про какое видео. Ты говоришь, что присутствие призрака я чувствую. Может, она и призрак? А, этот парнишка из 104 тоже ведь такой. Какой-то ритуал тут делал. Значит, соседка видео не смотрела. Интересно, а что за ритуал он проводил во время стрима? Надо у него спросить. А вы что-нибудь знаете об этом призраке, который, говорят, тут появляется? А, призраке? А, про 104-ю квартиру. Да, это призрак того, кто раньше жил в 104-й квартире. Это вопрос. О, тут была и полиция, и скорая, и столько зевак. А когда это произошло? Вы были там? Что-то видели, слышали? С квартиры доносились крики и звуки бьющейся посуды, но они постоянно ругались, так что ничего удивительного. Я услышала крик мужчины и заглянула в квартиру, а там море крови. Вот фотография с того дня. В смысле, у тебя есть фотография? Море крови? То есть вся комната была красной? Нет, только центр. Как будто из центра 104-й квартиры ударил фонтан крови. В центре комнаты, точно. Окей. А вы знаете, что слухи про этот дом довольно известны? Даже в интернете что-то об этом пишут, да? В ЖК у Мэки живут призраки, что-то такое. Иногда детишки приходят сфотографировать дом. Хозяину, конечно, столько проблем. Никто ведь не хочет здесь жить с тех самых пор. Сколько здесь протянет этот мальчик-грибочек? Мальчик-грибочек. Мальчик-грибочек. Это так смешно звучало. А, странная женщина. Давай посмотрим, чем... Так, привести в порядок информацию, да, о чем мы про нее запишем. Ее особенно интересует призрак. Да-да, она ужасно любит такие слухи. Я немного в шоке от того, с какой страстью она о них говорит. Окей, соседка. Давай оденем. Так, вот она. Ага. Тут что-то есть. Я же говорила, тут будет полно таких теней. Но сюда камера не смотрит, так что эта тень не могла попасть на видео. И правда, если отсюда смотреть внутрь, то видно зеркало и отражение камеры. Ага, значит, она была здесь. Длинные волосы и платье, как будто ужасно злится. Может, если это призрак, то я стала видеть не только тени прошлого, но и настоящих призраков. Ей же уже 10 раз объяснили, нет? Ну ладно, допустим. Типа, а вдруг? Что ты с ним закончила, с ней? Идем сюда. Это длинноволосая женщина верхом на мужчине? Что? Не может быть, что за ерунда? Эта тень не очень похожа на фигуру, попавшую на видео. Но это другие, наверное, те, кто жили тут до этого. Если соседка все правильно рассказала, то это следы этого происшествия. Она все время говорила про происшествие, но что именно случилось? Они как будто яростно дерутся. Неужели... Да, давай так. Что-то она еще у него хотела спросить. Насчет ритуала. Во время стрима вы проводили какой-то странный ритуал. Можете рассказать о нем? Ритуал, вызов призрака. Просто нашла его в инете и решил попробовать. В 2 часа ночи в темной комнате встать перед зеркалом, 3 раза обернись. 3 раза обернись. И 3 раза произнеси Мэри, глядя в зеркало. А дальше? Все. На этом все? И тогда в зеркале появится призрак. Этот ритуал вызова еще со средних веков используется. Проверенный метод. Выходит, призрака можно вызвать таким простым ритуалом? Окей, давай подумаем. Подумайте, что произошло во время стрима. Так, призрак у входа, выяснить, где появился. Снимавший все это, Кинока его не видел. Может, он его не видел, потому что не чувствует призраков? Адзами, вспомните всю обстановку во время стрима. И ты снова тут. Опять господин директор появился. Это же все в моей голове, но ощущения странные. Что-то случилось? Нет, ничего, обстановка во время стрима. Сам Кинока Танихара действительно не видел призрака. А что насчет зрителей этого стрима? Да, зрители стрима видели и подняли ужасную шумиху. И что все это значит? Так, что за призрак появился на стриме? Может, мы видели. Что мы видели?
похожего на человека-призрака. Который стоял вне комнаты и отразился в зеркале за спиной Кинока. Да, именно так. Я выяснила все о том, что произошло во время стрима. Так, мы еще что-то не нашли? Что мы не нашли, по-твоему? Давай с ним поговорим. Это отсюда он стримит, фига себе. Ну и развалюха, призраки такое любят. Жасмин, а насчет призрака с видео, что вообще и как искать? Ты у меня про призраков спрашиваешь? Ну, сначала говори, что не харай, потом осмотри комнату, потом... Вон, снаружи какая-то тетка стоит, соседка, можно у нее спросить про слухи. Так, мы это уже сделали. Жасмин, ты смогла прочитать имя соседки на табличке? Нифига не видно, Юная, что ли? Унаи-сан. А, так ты подружилась с той теткой, круть. Так это как там ее, пусть будет просто соседка. Ух, с тобой рядом мне немного спокойнее. Это у меня аура такая. Так что там, видела эта тетка-призрака с видео? Спроси у них, тут про прохожих призраков слухи не ходят. Да, она, кажется, много знает про этот дом, так что спрошу у нее. Ну давай еще раз. Так, насчет отличительных черт призрака. О, она напоминает мне девочку из звонка. Садака? Ну, там несколько версий, типа Садака вроде как у азиатов, и американская версия Самара, кажется. Самара, да. Может, у нее длинные прямые волосы и белое платье? Так ты про нее знаешь? Ты не такая уж простушка. Да, у нее были длинные волосы, она всегда носила белое платье. О, значит, это и правда женщина? Нет, ничего. Тень возле входа. Это была женщина с длинными волосами в белом платье. Надо списать. Подожди, ну почему это сразу женщина, а типа мужчина не может быть с длинными волосами? И надеть платье? Ну, окей. Так, что тут произошел за инцидент? Сейчас мы узнаем. Кажется, появляется здесь давно, а не только во время вчерашнего стрима. За время расследования я собрала немного информации. Итак, что это был за призрак, которого я видела? Может, это была... убившая мужчину, женщина у входа. Может, это была убившая мужчину, женщина у входа? Точно так было. Нужно еще раз вспомнить, что мне рассказала сестра, что я видела в очках. Тень в платье, появляющаяся у входа и в комнате. Кто же это на самом деле? Да, а может, это была женщина. Может, это была женщина. Убившая мужчину в центре комнаты. Что-то я не подумала об этом. Может, это было да. Точно, в очках я видела тень женщины, которая нападала на мужчину. Вероятно, после этого она из саму себя. Значит, тень, которую я вижу, это и в самом деле призрак? Ну, не знаю. Так, тут что у нас? Надо как-то упорядочить все слухи о призраке. Каковы отличительные черты призрака, которого видят в ЖК у Мэки? Отличительные черты, смотрим. Длинные волосы в белом платье. Но почему она выглядит именно так? Это слишком страшно. Это слишком стереотипно. На самом деле. Но мы уже все собрали так-то. Если я не ошибаюсь, мы все сделали. Насчет призрака из видео. Кажется, я выяснила, где был призрак, когда он попал на видео. О, правда? Ну, это только в тот момент, который попал на видео. Мне кажется, он стоял у входа, заглядывал внутрь. А, я все время смотрел на камеру и не заметил. So. И чё? Мы все сделали, внимательно смотреть, окей? Только этот татами новый. Получается, его заменили, потому что это было море крови? Значит, это произошло именно здесь. Происшествие в 104-й. Ну, типа. Something like.
Здесь все? Нет, не все, еще что-то. Что еще ты хочешь? Давай, скажи мне. Может, опять очки одеть? Ну, хз. Так я все осмотрела. Еще раз с ним поговорить? Может. Кино-Касана, может быть такое, что этот призрак, о котором ходят слухи, это призрак того, кто погиб в этой квартире? А, ты тоже знаешь. Да, все эти слухи ходят не про весь дом, а только про квартиру, где это произошло. То есть про эту квартиру. И это потрясающе нехорошая квартира, это 100% успех. Потрясающая нехорошая квартира. Ну, чел чуть-чуть шибанутый, типа на этом повернутый, но как бы его право, ладно. Повернутый. Лишь бы никого не трогал. Я смогла многое выяснить про этого призрака. Этот Кинока проводил ритуал, чтобы вызвать мертвую бывшую хозяйку 104-й квартиры. Да, но мне кажется, больше мы здесь сейчас ничего не выясним. Да нет, ты просто молодчина. По-любому, раз мы собрали столько инфы, сейчас позвонит директор. Вот он. Здравствуйте, Адзами. Господин директор. Кажется, вы собрали довольно много информации. Да, наверное. Стример, которому удалось заснять на камеру во время лайвстрима призрака. Его зовут Кинока Танихара-сан. Вот как. Господин Кинока не только не испугался предсказания карты иллюминатов, но и высказал пожелание оказаться проклятым. Удалось ли что-то выяснить насчет этого? Карта иллюминатов, которую почитает и обсуждает так много людей, и даже я не обладаю знаниями о том, как работают эти карты. При этом в моем окружении появилось целых двое обладателей таких карт, и теперь третий. С ним уже что-то произошло. Если он уже проклят, это было бы отличное время для проведения экспертизы. Например, если он одержим злым духом, то возможно обойтись простым экзорцизмом. Однако, если им овладела некая загадочная сущность или криптид, нужно непременно провести экспертизу. Господин директор. Приношу извинения. Что же, Адзами, воспользуемся собранной информацией. Начнем идентификацию. Давай, я готова. Верно. Нифига ты, жесткий. Так, дух, которого вызвал стример, это дух предыдущей хозяйки квартиры. Какой городской легенде соответствует этот случай? Не будем же медлить. Итак, все началось с того, что за спиной господина Кинока, проводившего на стриме ритуал вызова призрака, появился призрак, верно? Да, все так. Итак, Адзами. Я задам вам вопрос о том месте, где велась съемка. Вы выяснили, что слухи возникли не на пустом месте, а здесь действительно нечто произошло? Какое место стало сценой для ритуала по вызову духов? Квартира 104. Это настоящая нехорошая квартира, где что-то произошло. Great. Для съемки он выбрал просто идеальную локацию. Следующий вопрос касается вызванного во время ритуала призрака. Взгляды всех зрителей были прикованы к появившемуся призраку. Итак, Адзами. Место, где появился призрак во время стрима. Что же это за место? Ты имеешь в виду, где на записи стрима? Ну, на записи стрима он появился в зеркале, на записи стрима. А не на записи стрима, не в зеркале. Ну, значит, это было отражение. Именно так. То, что впервые призрак появился в зеркале, действительно важно. У всех городских легенд есть свои отличительные особенности. Место появления, цель, слова. В этот раз мы наблюдали фигуру, отразившуюся в зеркале. И это важно. Так вот, что важно. Я думала, важнее, где призрак появился на самом деле. Вспомните, городские легенды появляются из слухов. Они рождаются лишь тогда, когда кто-то их заметит, назовет и расскажет о них дальше. И то место, где городскую легенду заметили, становится местом ее появления. Вот оно что. Кстати, призрак, появившийся в зеркале. Кажется, существует не только внутри зеркала. Итак, Адзами. Если судить по следам, что вы увидели в очках, где находился призрак? У входа. Я видела стоящую там тень женщины. Excellent. Камера действительно сняла отражение тени женщины, стоящей перед входом и видимой через полупрозрачное стекло.
Еще что-то? Мы переходим к последнему вопросу. Заклинание, произнесенное во время ритуала. Итак, Адзами. Какое заклинание произнес господин Кинека, чтобы вызвать призрака? Какое же заклинание использовал Кинека, чтобы призвать призрака? Что? Ну, типа мантра или имя девушки? Там же не было. А, Мэри? Как ее звали? Я не помню, что он говорил. Имя девушки, короче. Встань перед зеркалом, обернись 3 раза. Он 3 раза произнес женское имя. Мэри, да, Мэри. Окей, бриллиант. Совершенно верно. И существует лишь одна городская легенда, упоминающая такое заклинание. Пожалуйста, кровавая Мэри. Ну, это и есть как бы по факту. Городская легенда, соответствующая... Господи, я уже запутываюсь. Ладно, неважно. Соответствующая этому описанию... Идентификация. Давай, я скриню. Кровавая Мэри. Классно. Кровавая Мэри. Ну, я поняла. Дальше. Я заскринила, спасибо. Она только сейчас врубилась. Ладно, допустим, она не знает этих историй, окей. Призрак женщины, которую можно вызвать, проведя определенный ритуал, весьма известен за границей. Ее называют Кровавой Мэри. Из-за кровавых следов на лице и одежде. А почему этот призрак появляется из зеркал? Зеркало часто используется в магических ритуалах. В последнее время в основном популярны такие спиритические ритуалы, как прятки с куклой, которые проводят в одиночку, или квадрат на 4 человек. Но если в результате призыва Кровавой Мэри появился призрак, значит ритуал вызова оказался успешен. Вот это у него лицо. Мы в очередной раз стали свидетелями потенциальной манифестации городской легенды. Какое же это потрясающее чувство. Фантастик. Фантастик. Господин директор, вы снова в полном восторге? Ну, нет. Может, вы лучше что-нибудь расскажете об этой Кровавой Мэри? Если вызванный дух это действительно Кровавая Мэри, она оставляет на каждой жертве царапину. Царапину? Что же это значит? Если ритуал был успешным, в скором времени у господина Кинека появится царапина. Те, у кого появилась царапина, в лучшем случае смогут потерять сознание, в худшем сойти с ума или умереть. Умереть? Я предполагаю, на секундочку мысль пролетела в голове, чтобы не забыть, выскажу, что либо он же может сам себе царапину сделать, и узнав эту инфу. Ну, типа, где гарантия, что он сам себе царапину не начеркает? А с другой стороны, возможно, что этот господин директор специально это сказал, чтобы узнать, появится ли царапина, которая на самом деле быть не должно. Типа, что он придумал эту характеристику, чтобы проверить, сам чел сделает ли это на себе или нет. Ну, это мое предположение, что такое может быть, но вряд ли. Проклятая царапина станет отличным доказательством существования призрака. Слушай, скажи честно, ты ж врешь. Нет? Адзами, я рассчитываю на ваше особое содействие, чтобы царапина у господина Кинека появилась как можно скорее. В смысле? А она при чем? Подождите, что вы такое говорите? Напомню вам запрос нашего клиента. Выяснить, существует ли призрак. К счастью, клиент сам выражает желание стать объектом проклятия. А теперь, Адзами, обдумайте, что вы должны сделать в такой ситуации. То есть, вы это серьезно? А мне пока нужно подготовить вступительную сцену для видео об этом деле. На этом все. Стойте, господин... Поверить не могу, о чем он только думает. О, слушайте. Что? У вчерашнего видео столько просмотров, так что я планирую сегодня ночью сделать повтор. И не хотите посмотреть прямо здесь? Что? Призрачный стрим с Кинека. Я бы глянула. Жасмин, там же может появиться призрак. Да, я надеюсь. Но эта Мэри может вам что-то сделать. Да, хочу, чтобы сделала. Кинека-сан, это же все серьезно. Я очень серьезен. Все зрители хотят увидеть яркий финал. Я, между прочим, ее своими глазами не видела, и мне нужно, чтобы она появилась. Ну что, работа есть работа. Да и вообще интересно, как появляются все эти аномалии и что они творят. К тому же, Кинека настроен серьезно. Да, Кинека настроен очень серьезно. Почему ты говоришь о себе в третьем лице? Иногда. Но если начнется какая-то жуть, я вас остановлю, ясно? Что делать, если правда появится призрак? Ну,
нет уже. Проблем, так сказать, Мэри. Ты сейчас прям это делаешь? Ну ладно, давайте еще чуть-чуть, Мэри. Мэри. Что? Это не Мэри, успокойся. Я даже пригласил 2 девушек в качестве гостей, но и с их помощью она не появилась, хотя казалось, что уже вот-вот, но, увы. Сегодня на этом все. Всем спасибо за внимание, спокойной ночи. Подождите, почему мы вдруг оказались втянуты в ритуал? О чем вы только думали? Ты обиделась? Прости, извини, я думала лишь о зрителях. В будущем буду спрашивать разрешение. Да ладно, вы ведь понимали, что ритуал полная шляпа. Но следы призрака были настоящими. Было хотя бы забавно, уже хорошо. Ладно, мы еще завтра вернемся. Мы на сегодня все. До свидания, кинокоса. Ну давай, что тут будет сейчас? Все ведь будет нормально, да? Под конец мы отразили в зеркале. Ух ты, ух ты, ух ты. Что? О, что? Классно, классно, классно. Это я. Что, реально, что ли, призрак? Это что, дело реально с призраком будет? Что? Что такое? Жасмин, за твоей спиной. Не молчи. На следующий день. В смысле на следующий? После вчерашнего мне и так мерещилось всякое чертов недосып. Мне показалось, что за тобой стояла женщина. Кстати, Жасмин, у тебя нигде царапин нет? Чего? Тех самых страшных, ужасных царапин? Нет их. Это хорошо. Может, вероятно, я просто не так поняла то, что показала мне мыслевидение. Не надо мне тут хихикать. Закрыли тему за работу. Да. В соцсетях что-нибудь пишут о вчерашнем стриме Кинока? Сейчас проверю. Похоже, что вчера на стриме было много зрителей. Верно. Что странно, ведь во время ритуала не произошло ничего интересного. Но не факт, что реакция на стрим была хорошей. Надо чекнуть в соцсетях. Но и раньше зрители замечали то, что профукал Кинока. Хорошо. Глянь еще инфо о происшествии с женщиной, которая раньше жила в 104-й квартире. Сперва поищу реакцию зрителей. Так, да, окей, тогда на этом давайте закончим, как раз хороший вариант. Ладно, я зачем-то начала читать для себя. Все, не буду читать, не буду. Короче, пишите, как вы думаете, это реально в этот раз призрак или это тоже какая-то подстава, как и в первом случае? Я на самом деле уже сомневаюсь, возможно, правда призрак. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.